620 тысяч россиян перешли границу ЕС прямо в разгар войны. Европа в бешенстве, предприняты экстренные меры. Корабли НАТО у самых границ России. Удар по Балтийскому флоту РФ. Учения пошли не так, как в прошлый раз. Такого еще не было. Россия вторгнется в Армению. Жуткое заявление из Кремля. Счет может идти на часы. В воскресенье решится все. Никто не ожидал этого от Трампа. Президент шокировал овальный кабинет в прямом эфире. И все это на глазах у десятка камер. Москва и Киев договорились, объявлено перемирие. Но где? А Донецкий аэропорт взят под контроль Украины. Официальное заявление военных. Это и многое другое к утру субботы, 6 июня. Доброе субботнее утро. Выходные начинаются, но события в мире не останавливаются ни на секунду. Главное, что нужно знать прямо сейчас, расскажет команда Нехта и я, ее ведущий Степан Путила. Сегодня с утра мне Песков опять эту бумажку подсунул. Я ее посмотрел, так бегло, но тем не менее. Путин ответил сарказмом и отказом на открытое письмо Зеленского, в котором президент Украины предлагал встретиться и остановить войну. А еще наговорил речей на 2 дополнительных часа, но об этом не сегодня. Это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Работайте, братья. И это все несмотря на то, что за прошлый месяц Россия потеряла на войне в Украине 39 тысяч человек убитыми и ранеными, а темп захвата территории оказался отрицательным. Если так будет продолжаться, то работать скоро будет некому. К сожалению, российская сторона снова выбирает войну. Все услышали сегодняшний ответ. Слабый ответ. Согласовал службы безопасности Украины наши новые операции. Флот НАТО у самых границ РФ, стрельба, громкие взрывы и удар по Балтийскому флоту. Такого еще не было. Но обо всем по порядку. На Балтике стартовали маневры НАТО «Балтопс-2026» прямо у российских берегов под руководством 6-го флота США. Продлятся до 19 июня. На бумаге все внушительно, около 6 тысяч военных и порядка 20 кораблей. Но если приглядеться, год назад размах был вдвое больше. Вероятная причина скромности – конфликт США с Ираном, который оттягивает на себя и силы, и внимание. А вот что для российского флота куда болезненнее. Появилось новое видео удара украинских беспилотников по корвету «Бойки» Балтийского флота. И не где-нибудь, а в Кронштадте под Петербургом. Это около 1100 километров от Украины. Это просто. Нас ебало. Корабль стоял в сухом доке на ремонте. Теперь опять ремонтировать. Война докатилась до берегов страны НАТО, пусть и по случайности. Накануне утром у румынского порта Констанца прогремел мощный взрыв, сдетонировал морской дрон. Обошлось без пострадавших. Людей из района успели эвакуировать. Украинская сторона признала катер их. Во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне один из морских беспилотных катеров ВМС Украины под воздействием средств РЭП противника потерял управление и оказался у берегов Румынии. То есть из-за глушения сигнала дрон потерял управление и дрейфовал к румынскому берегу. В Киеве заранее предупредили румынских военных, чтобы избежать жертв. По данным издания Digi24, дрон, вероятно, подорвали, либо он сработал по таймеру. Но это, похоже, еще не конец. По сообщениям местных СМИ, у румынского побережья нашли еще несколько морских дронов. Они дрейфуют в Констанце, и обезвредить их пока не удается. Ближайшие часы для румынских военных обещают быть нервными. А заодно и история наглядно показывает. Черное море давно перестало быть чужой войной, и обломки уже прибивает к берегам Евросоюза. А в Азовском море накануне погибли 5 граждан Азербайджана. В Таганрогском заливе беспилотники атаковали 2 сухогруза «Натра» и «Циркон». На борту были 25 азербайджанцев, 5 погибли, еще несколько ранены. Удар признала украинская сторона. Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Мадяр-Бровди сообщил об атаках по судам в азовских портах. Важно, сами суда Азербайджану не принадлежали, а шли под флагами Палау и Белиза из Турции в Ростов-на-Дону за российским зерном. То есть обслуживали тот самый экспорт, что наполняет бюджет воюющей страны.
Между Россией и Украиной объявлено перемирие, правда уже в 6-й раз, и локальное вокруг Запорожской АЭС. При посредничестве МАГАТЭ страны согласовали режим тишины, чтобы наконец починить линию электропередач Днепровская, обесточенную больше 2 месяцев. Ставка огромна, станция давно держится на единственной линии и аварийных дизель-генераторах, а если те откажут, остановленные реакторы рискуют остаться без охлаждения. То есть речь идет о предотвращении ядерной аварии. Тишина продлится до 23 июня. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси называет переговоры деликатными и сложными, но отмечает, хоть в чем-то и хоть ненадолго воюющие все же смогли договориться. А еще накануне также Украина и Россия обменялись пленными по формуле 185/185. Выборы в Армении уже в это воскресенье, и угрозы Москвы звучат уже почти открыто. Замсекретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов заявил, что Армения повторяет украинский опыт 2013-2014 годов. И Еревану стоит сильно задуматься, чтобы не докатиться до украинского сценария. Пока, правда, из этого сценария там лишь само российское вмешательство. Хочешь сорвать чужие выборы, присылай самолет правильных избирателей. Хочешь этому помешать, встречай их в аэропорту с повестками. Креативный ответ прилетел россиянам от армян, тем, кто прибывает из России на выборы 7 июня. Прямо в аэропорту Еревана вручают повестки на 25-дневные сборы, а за отказ грозит уголовная статья. Так армянские власти отвечают на то, что задумала Москва – завести живущих в России армян. Речь, возможно, о 100 000 человек, чтобы не дать переизбраться проевропейскому премьеру Пашиняну. В конце концов, у нас в стране армян живет больше, чем в самой Армении. Весь арсенал давления Кремля уже в ходу. Москва отозвала посла из Еревана. Россельхознадзор одну за другой закрыл армянскую продукцию: цветы, овощи, зелень, клубнику, минеральную воду. А в воздухе висят угрозы перекрыть нефть и газ. Риторика тоже не отстает. Порядочный представитель МИД РФ Мария Захарова уже сравнила Армению с непорядочной девушкой. Скажите, пожалуйста, не могли бы вы уточнить, а что конкретно вы имеете в виду, когда говорите о том, что ваши устремления связаны с Европейским Союзом, но при этом вы никому ничего толком не скажете, а потом когда-то, когда почувствуете, вот тогда сообщите. У меня, конечно, извините, вы бы с такой девушкой стали встречаться? По себе судят или как вообще? То о разводах постоянно говорят, то о девушках непонятных. Орбан 2 года держал эти деньги под замком, теперь замок сняли. Новое правительство Венгрии во главе с Петром Мадьяром убрало вето, которым Будапешт 2 года блокировал выделение Украине 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира. Деньги могут пойти на усиление ПВО, пишет газета Непсава, со ссылкой на источники. Оговорка: Еврокомиссия окончательную разблокировку пока не подтвердила, официально обсуждения еще идут. Между сборкой на заводе и взрывом в украинском городе всего несколько дней. Россия, по сути, бьет теперь прямо с конвейера. На это указывает советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов, известный как Флэш. Он показал фото «Шахеда», который накануне прилетал в Харьков. На одном из узлов отметка о проверке от 31 мая, то есть от цеха до удара дрон прошел считанные дни. Можно сказать, что производство БПЛА и ракет в РФ не позволяет формировать большие запасы, и почти все идет на фронт. Тоже и с ракетами «Искандеры» и Х-59 выпуска 2025 года, а «Цирконы», Х-101 и зенитные С-400 и вовсе 26-го, едва ли не вчерашние. Вывод обнадеживающий, но обманчивый. Что произвели, тем сразу и ударили. Плохая новость только в том, что конвейер при этом не останавливается ни на день. Донецкий аэропорт, по сути, взят под контроль Украины, огневой. Да-да, тот самый аэропорт, который россияне когда-то еле-еле отбивали в долгих и кровавых боях. Теперь его, по сути, отобрали обратно, без единого солдата на земле. Бойцы первого отдельного центра сил беспилотных систем ВСУ заявили, что взяли аэропорт под огневой контроль. Большая часть этих БПЛА ежедневно запускалась с легендарного Донецкого аэропорта. Мы провели первую в современной истории операцию такого типа, благодаря которой сорвали оперативно
оперативно-стратегические планы противника на длительный период времени. Простыми словами, занимать территорию пока не стали, но простреливают ее дронами насквозь. Все, что там движется, под прицелом. Логистический узел россиян методично зачищается. Пусковые установки, топливозаправщики, склады, техника ПВО превращаются в металлолом. Кажется, безопасного тыла у оккупантов больше нет. Аэропорт превратили в настоящую ловушку. Теперь целую военную базу можно закрыть одними дронами, не ступая на нее ногами солдат. Войну начинали мы, а защищайтесь вы сами. На Петербургском форуме министр финансов Антон Силуанов прямо заявил, предприятия, по которым прилетают украинские дроны, могут оплачивать свою защиту из собственного кармана. Отдельного фонда государство создавать не планирует. Как правило, мы видим, что сейчас атаки идут на предприятия нефтегазового сектора, энергетики. Эти предприятия сегодня имеют ресурсы, деньги у них есть. То есть качайте нефть, отбивайтесь как хотите и налоги платить не забывайте. А чтобы жизнь совсем не казалась мрачной, спикер Совфеда Валентина Матвиенко добавила философии. Успех в России теперь измеряется не деньгами и не машинами, а числом рожденных детей. Был сонный Джо, стал сонный Дон. Трамп, похоже, ненадолго прикимарил прямо на глазах у камер во время мероприятия в овальном кабинете. Самое смешное, за несколько часов до этого Белый дом нахваливал его выносливость. Мол, президент буквально не спит, пашет днями и ночами. Видимо, организм решил поспорить. В Белом доме настаивает, что Трамп вовсе не спал и все время говорил. В общем, будем считать, что президент просто стратегически прикрыл глаза. Усыпил бдительность, чтобы посмотреть на реакцию. Ну и для медитации. 620 тысяч россиян перешли границу с Европой прямо в разгар войны. И Европу это, похоже, окончательно вывело из себя. Речь о количестве въехавших в ЕС россиянах за последний год по Шенгену. Сразу 11 стран потребовали от Еврокомиссии ужесточить правила въезда для граждан РФ. Формулировка демонстративная. Пока идет война против Украины, россияне не должны спокойно загорать на европейских пляжах. Вы знаете, сколько они делали эту розочку? 10 часов, а мы ее оба! Под обращением подписались страны Балтии, Польша, Чехия, Финляндия, Швеция, Дания, Нидерланды, а также Исландия и Норвегия. Повод – те самые цифры. В 2025 году россиянам выдали почти на 60 тысяч виз больше, чем годом ранее. Больше всего разрешения оформили, что иронично, курортные Франция, Италия и Испания. Решать Брюсселю, но настрой подписантов ясен. Дорогу на европейские пляжи хотят как минимум сильно сузить и развернуть россиян назад, вперед, в светлое будущее. Не в Европу и не на Канары. А на родные нары. Мы боимся из-за прежних попыток обещания лучшего будущего сразу пахнет, я бы сказал, ссылками, лагерями. И давайте лучше вот статус-кво. Но если кому-то что-то не нравится, уехать всегда можно. Чиновники рассказали о транспорте будущего в России. Я могу назвать только один вид транспорта, который точно относится к будущему и касается каждого из нас. Это катафалк. Ну и что тут добавить? И напоследок кадр, который смотрится почти комично, хоть смешного мало. В аэропорту Франкфурта почти новый Boeing 787 авиакомпании Люфтганза внезапно клюнул носом в перрон. У лайнера подломилась передняя стойка шасси. Самолет готовили к рейсу на Лос-Анджелес, и по счастливой случайности пассажиры подняться на борт еще не успели. Иначе все могло обернуться куда серьезнее. На месте был только экипаж и сотрудники аэропорта, несколько человек все же пострадали. Рейс отменили, причины еще выясняют. Как говорится, самолет просто прилег отдохнуть. Вот только устал он явно не вовремя. Что же, желаем и вам отдохнуть хорошо на этих выходных, но помните, мы всегда рядом и расскажем о том, что происходит вокруг. Подписывайтесь, увидимся уже вечером на канале.